Всем привет! С вами Татьяна Шумилина, и сегодня мы будем делать подкладку для вот этого вязаного рюкзачка. Подкладочка у меня выглядит вот таким вот образом, с кармашком. И она у меня немножко нестандартная, так как на рюкзачке имеются кожаные элементы, которым подкладку нельзя пришить. Поэтому мне пришлось ее пришивать и приклеивать. Сейчас все покажу, как я это делала. А вы не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Видеоурок по этому рюкзачку уже есть на моем канале в свободном доступе. Подсказочку прикрепляю и оставляю ссылочку в описании. Переходите и смотрите. Итак, подкладочку я буду делать из тентовой ткани. Покупала ее в тканевом магазине в своем городе. Она чем-то напоминает плащевку, но она такая более плотная, чем обычная плащевка. Мне эта ткань очень нравится тем, что подкладки из нее очень хорошо держат форму. Они не ерзают, не вылезают, то есть садятся в сумочку либо в рюкзак, как влитые. И помимо этого они очень удобны в работе. Ткань совершенно не капризная, ее не нужно оверложивать. Вот посмотрите, у меня срезанный край, абсолютно ничего не лохматится, никакие нитки не вылезают. Шьется хорошо. Что еще? Еще очень такой важный момент. Она не промокает. То есть, если вы со своей сумкой либо с рюкзаком попадете под дождь, сама сумка у вас промокнет, но все, что внутри нее, останется сухим. Вот это очень важный момент для вязаных сумок. И что еще очень приятно, эта ткань сравнительно недорогая, она стоит буквально там 250 рублей за погонный метр. То есть из 1 метра такой ткани можно сшить несколько подкладок для нескольких сумок. Итак, я выкроила детали своей подкладки. Это вот такой вот большой прямоугольник для основной части и две боковушки. Кто смотрел мой мастер-класс по этому рюкзаку, тот знает, что вязаная часть этого рюкзачка состоит из одного длинного такого прямоугольника. Вот он, который потом пришивается к боковушкам. Так вот, детали подкладки полностью повторяют детали этого рюкзака. Значит, прямоугольник у меня размером вот с этот прямоугольник вязаный. И боковушки, соответственно, также размером и формой в точности, как боковушки на рюкзаке. И плюс я добавила припуски на швы по 1 сантиметру с каждой стороны на каждой детали. Как видите, я уже пришила кармашек к своей основной детали. Видеоурок по такому кармашку у меня на канале уже есть. Жмите на подсказочку, чтобы его посмотреть. И теперь мне осталось только пришить боковушки. Они будут пришиваться вот таким вот образом. Одна вот сюда. Деталька будет вот так вот складываться. Одна с этой стороны. И вторая с этой стороны. И после того, как пришью боковушки, нужно будет еще подогнуть вот этот верхний край. Ну вот, я все пришила. Лишние припуски на швы я срезала, чтобы они не создавали дополнительного утолщения в месте шва. Дальше подогнула край и проутюжила каждый шовчик. Вот так вот подкладочка выглядит с лицевой стороны. Теперь нам остается пришить подкладочку к рюкзаку. И здесь смотрите, какой нюанс. Так как у меня здесь есть кожаные детали, да, к которым должна также крепиться подкладка, пришить я ее сюда не смогу. Соответственно, в этих местах я буду ее приклеивать, а на вязаном полотне пришивать. Пришивать буду вручную иголочкой с ниткой. Вот такую вот мононить буду использовать прозрачную, для того, чтобы шов был максимально незаметным. А проклеивать буду вот таким клеевым пистолетом, который можно купить в любом строительном магазине. Для начала я прикалываю подкладочку портновскими булавками к изделию.
Теперь пришиваю то, что нужно пришить, и клеить буду уже в последнюю очередь. Итак, беру иголочку с ниткой. Значит, как я уже говорила, у меня мононить. Вот такая вот прозрачная в 2 сложения. Пришивать я буду потайным швом. И для того, чтобы ввести нить в работу, я ввожу иголку вот сюда вот в сгиб подкладки. Так. И таким образом я прячу узелочек внутри этого сгиба. У нас его будет не видно. Так. Теперь иголочку ввожу в вязаное полотно. Теперь иголочку ввожу в вязаное полотно. Вот таким образом. Разворачиваю изделие и ввожу иголочку в сгиб подкладки. Сюда в самый уголочек. Так. Значит, смотрим. Вот здесь у меня начинался шов. И обратите внимание, куда я сейчас ввожу иглу. Значит, вводим в сгиб подкладки и делаем вот такой вот большой шаг иголкой вперед. Дальше разворачиваемся. На вязаном полотне делаем небольшой шаг иглой назад. Иголочки можно вытаскивать постепенно. Дальше разворачиваем. Каждый шовчик вот так затягиваем немножко. И вводим иглу снова в сгиб подкладки. Стараюсь показывать максимально близко, потому что нить прозрачная и может быть не очень хорошо видно. Так, делаю большой шаг иглой вперед. Разворачиваемся и на полотне делаем шаг назад. Иголочку вводим на том уровне, откуда у нас выходит рабочая нить. То есть вот она рабочая ниточка, и на этом же уровне вводим иголочку в полотно. Если здесь не очень хорошо видно, то вы можете посмотреть другой мой мастер-класс по подкладке, где я вяжу шопер из рафии розовый. Там я использую цветную нить и пришиваю подкладочку таким же швом. Вы можете посмотреть этот мастер-класс. Ссылочку прикреплю вам.
вот я все пришила. И сейчас буду клеить. Честно признаюсь, что клеить подкладку буду в первый раз таким способом. Поэтому сейчас вместе посмотрим, что из этого получится. Так, беру свой пистолет. Он у меня уже разогретый. И так, вот здесь вот сейчас покажу, наверное, так поудобнее будет. Наносить клей буду на подкладку. И не на самый край, а чуть пониже, чтобы клей потом у меня не вылез. Таким вот образом. Так, и вот здесь вот надо прям сразу приклеивать, пока он не остыл. Так, сейчас еще вот тут уголочки подклею. Вот клей, видите, такой тянучий. Еще плюс его в том, что он прозрачный, и его практически не видно, даже если он откуда-то вылезет. Вот у меня здесь уже вылез он из дырочки, но этого даже не видно, я почувствовала пальцем. Так, ну вроде бы все хорошо схватилось. Ну вот, отлично. Вторую боковушечку приклеиваем. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. Here I come from the west side. The left side. The right brain. Ну что ж, вот что у меня получилось. Все очень аккуратно и красиво. Насколько я знаю, этот клей держит очень хорошо, поэтому я думаю, что ничего не должно отклеиться. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока!